Ближний Восток под огнем. Новый удар США и Израиля по объекту с россиянами. Иран резко закручивает гайки. Красные линии Тегерана перед возможными переговорами. Массированный залп по авианосцу США. Заявление Трампа. Развертывание войск. Рекордный залп. 1000 дронов за несколько часов. Удар по скоплению силовиков. Власти объявили спасательную операцию. Но что пошло не так? Колонна военной техники уничтожена. Военные попали в засаду. Заявление о тяжелых боях. Линия обороны прорвана. Операция Москвы на территории Германии. Немцы обвиняют спецслужбы РФ в покушении. Кто цель? Обращение Зеленского к РФ. Военные стянуты в центр столицы. Парламент под прицелом. Заявление о мятеже и перевороте. Новый скандал. Большая потеря территорий. Кто гонит полицейских на фронт и когда Украину собираются заселить сотнями тысяч мигрантов. Об этом и не только. Досмотрите. Друзья, всем привет! Это «Время предку». Коротко, четко и по делу о том, о чем говорят в мире. Спасибо вам за поддержку, и я начинаю. Немецкий удар по россиянам. Спецслужбы Германии заявляют о срыве спецоперации РФ и аресте российских шпионов в сердце страны. Аресты проведены по запросу прокуратуры Германии. О спецоперациях двух стран на одной территории пишет Шпигель. По версии следствия, пара по прямому заданию России вела слежку за немецким предпринимателем, который поставляет в Украину дроны и военные комплектующие. С декабря 2025 года шел сбор информации о компании, съемка территории предприятия. Кроме того, подозреваемые получили домашний адрес бизнесмена и установили слежку. Следователи не исключают, что все это была подготовка к дальнейшим разведоперациям вплоть до покушения на поставщика дронов, пишет издание. Сам предприниматель уже в безопасном месте и давно усилил меры предосторожности. Его фирма раньше отправляла в Украину дроны «Камикадзе», а сейчас сосредоточена на ключевых компонентах для беспилотников. Авторы материала уточняют, что немецкие спецслужбы задержали румынку и украинца, которые работали в интересах России. Цитирую. Федеральная прокуратура обвиняет задержанных Аллу С. и Сергея Н. в деятельности в пользу иностранной разведки. Аллу в среду должны доставить к следственному судье федерального суда, который решит вопрос об аресте. В отношении Сергея немецкие власти добиваются его экстрадиции из Испании. Новая волна ударов началась. США, Израиль и Иран продолжают бить по целям. Атаки совершены. Все это происходит на фоне возможных переговоров, и здесь есть новые детали. США ждут ответа Ирана по мирному саммиту, пока Израиль наблюдает с опаской. Об этом пишет издание Axios. Трамп продвигает 15-пунктный план завершения войны, а Нетаньяху нервничает. В Израиле боятся мягкой сделки, которая ограничит удары по Ирану, говорится в материале. В пакете требований Вашингтона 0 обогащения урана плюс сдачи 450 килограммов запасов иранского урана. Белый дом утверждает, что Иран якобы уже согласился на часть условий, но кто именно это обещал, остается загадкой. Авторы пишут, развязка близка. Либо Иран принимает ультиматум, либо, как прямо намекает Трамп, все снова решат бомбардировки. Американские чиновники говорят, что иранское правительство находится в хаосе и испытывает трудности с внутренней коммуникацией. Неопределенное состояние нового верховного лидера Маджтабы Хамнеи только добавляет путаницы в вопросе о том, кто уполномочен принимать решения. В то же время некоторые иранские официальные лица утверждают, что Трамп просто пытается успокоить рынки и выиграть время для своих военных планов с помощью ложных заявлений о дипломатическом прогрессе. А военные планы также грандиозны. Переброска войск дает опцию для наземной операции. Одна из главных новостей последних суток – отдан приказ о развертывании войск. Пехота движется на Ближний Восток. Американский чиновник сообщил мне, что командный элемент 82-й воздушно-десантной дивизии получил от Пентагона указание развернуться на Ближнем Востоке вместе с пехотной бригадой, состоящей из нескольких тысяч военнослужащих. Это еще одно значительное подкрепление войск в регионе в преддверии возможной наземной операции в Иране. При этом Иран резко закручивает гайки перед возможными переговорами, если они все-таки состоятся. Тегеран требует не только прекращения огня, но и гарантий от новых ударов, компенсаций и формального контроля над Ормузским проливом. Но главный стоп – никакого обсуждения ракетной программы Ирана. Это красная линия, без вариантов, пишет Рейтер. В любых переговорах с США Иран потребует не только прекращения войны, но и уступок, которые, скорее всего, станут красными линиями для президента США Дональда Трампа. Гарантии от будущих военных действий, компенсации потерь в военное время и формального контроля над Ормузским проливом, заявили источники. Иран также откажется вести переговоры об ограничении своей программы баллистических ракет, сообщили они.
Великобритания зовет мир на срочный саммит по возобновлению работы Ормузского пролива. Лондон готов принять встречу уже в ближайшее время, чтобы собрать коалицию и вернуть безопасное судоходство, пишет издание «Политика». Более 30 стран от Европы до ОАЭ уже вписались в игру и ищут, как разблокировать ключевой нефтяной маршрут. Марк Рютте и Кир Стармер берут лидерство, несмотря на скепсис союзников. Чиновник добавил, что сотрудничество между единомышленниками будет включать конференцию по безопасности на эту тему, которую могут провести в Лондоне или в Портсмуте, базе Королевского военно-морского флота на южном побережье Англии. Генеральный секретарь НАТО Марк Рютте и британский премьер-министр Кир Стармер сейчас, похоже, возглавляют усилия по возобновлению движения через Ормузский пролив, несмотря на скептицизм со стороны других союзников. Иран держит под прицелом не только Ормузский пролив, но и американский авианосец Авраам Линкольн. По флоту США был нанесен массированный залп. За 3 недели войны 101 ракета. Это заявление Трампа, и он уверяет, ни одна из 101 ракеты не достигла борта авианосца. При этом Трамп говорит, что США и Иран не в равной борьбе, хоть битва и тяжелая. Американский президент вновь говорит, что США победили, а Иран идет на условия и ведет переговоры. Дело в том, что они с нами разговаривают. И помните, все начинается с того, что они не могут иметь ядерного оружия. Просто я сказал вчера, какие приоритеты. Я сказал номер 1, 2 и 3. Они не могут иметь ядерное оружие. И они не будут иметь ядерного оружия. Мы об этом говорим. Не хочу заранее раскрывать детали, но они согласились, что никогда не будут иметь ядерное оружие. Они согласились с этим. Министр войны Хексет заявил при этом, что военное давление будет сохраняться столько, сколько нужно, пока Иран не лишится возможности получить ядерное оружие. Воздушная кампания, которую мы проводили вместе с Израилем, войдет в историю, потому что у нас президент США, который, когда отправляет своих бойцов, развязывает им руки, чтобы они могли разрушить врага максимально эффективно с первого момента. Вот почему мы считаем себя частью этих переговоров. Мы ведем переговоры с помощью бомб. Иран при этом заявляет, бомбы США и Израиля вновь ударили по территории АЭС Бушер, где в том числе находятся около 450 российских специалистов. Тегеран уже обратился к МАГАТЭ и заявил, что также готов продолжать бить. В центре внимания объекты и базы США и Израиля. Иерусалим же заявляет о войне на другом фронте. Речь о Ливане. Министерство обороны делает заявление. Позиции фактически захвачены. Огневой контроль над важными маршрутами установлен. Зона безопасности до реки превращается в фактический буфер под управлением израильской армии. Большая потеря территории. Она взята под военный контроль. Сотни тысяч жителей юга Ливана, которые эвакуировались на север, не вернутся к югу от реки Литани до тех пор, пока не будет гарантирована безопасность жителей севера Израиля. Все 5 мостов через реку Литани, которые Хизбалла использовала для переброски боевиков и оружия, были взорваны, и армия обороны Израиля будет контролировать оставшиеся маршруты в зоне безопасности до Литани. Авиация сразу нескольких стран НАТО поднята по тревоге. Истребители приблизились к Украине. Официальное заявление – иранские дроны у границ Альянса. Варшава уверяет, авиация Польши и Испании готова к атаке. Кроме того, системы ПВО Нидерландов. В воздухе действуют истребители и вертолет, а наземные системы противовоздушной обороны и радиолокационной разведки приведены в состояние наивысшей готовности. Эти действия носят превентивный характер и направлены на обеспечение безопасности и защиту воздушного пространства, в частности в районах, прилегающих к зонам повышенной угрозы. Причина такой активности – один из крупнейших обстрелов Украины за всю войну. Массированный удар по западу Украины. 1000 дронов, как заявляет Киев и Варшава, шахедов атаковала ключевые города той части страны. Атака нетипичная, длилась практически сутки и, самое главное, днем. Прилеты во Львове, Виннице, Тернополе, Ивано-Франковске. Там у роддома погибли военный Нацгвардии и его дочь, которые пришли навестить роженицу. Разрушены около 10 жилых домов. Власти объявили спасательную операцию. Зеленский обещает ответный удар. Иранские шахеды, модернизированные Россией, бьют по церкви во Львове. Это абсолютное извращение, и только таким, как Путин, может это нравиться. Во Франковске был поврежден роддом. Один из крупнейших ударов по силовикам. Дроны запустили по зданиям СБУ в западных областях страны. Об этом пишет известный украинский телеграм-канал «Николаевский Ванек» и добавляет: «А последствия видели все».
Это была цитата. Военные обещают также удар возмездия, при этом Украина заявляет, уже нанесла удар по колонне военной техники РФ. ГУР публикует кадры атаки по Крыму, заявляет, уничтожены установки с гиперзвуковыми ракетами. В результате точных ударов разведчиков уничтожена одна из пусковых установок и 2 дорогостоящие ракеты «Циркон». Еще один «Бастион» получил повреждения. Минобороны РФ при этом уверяет, Россия наносит свой удар. Войска, говорится в заявлении, устроили засаду для военных ВСУ, а в целом произошел прорыв штурмовиков вглубь обороны в Запорожской области. Снайперские пары незаметно заняли позиции, вычислили и поразили вражескую группу и БПЛА. Это дало штурмовикам возможность прорваться вглубь обороны и закрепиться на новых рубежах. Военные стянуты в центр столицы. Удар по Верховной Раде. Под прицелом народные депутаты. Одной из обсуждаемых тем в украинском медиаполе стало заявление о нападении на народных избранников. На тех, кто отказывается голосовать за необходимые законы. Провокации, которые устроят специальные привезенные люди, намечены на среду 25 марта. Первым об этом накануне заявил депутат Гончаренко, после того, как в сети появились обращения 2 известных в Украине блогеров, которых медиаэксперты называют блогерами Банковой. Это Петров и Золкин. Именно их заявления в соцсетях и вызвали резонанс. Один говорил, что украинцы должны быть готовы защищать суверенитет и Зеленского от попытки мятежа и переворота депутатского. А второй о том, что пора убрать блокпосты возле Верховной Рады, чтобы граждане Украины могли прийти и поблагодарить уставших депутатов за работу. Либо этот парламент придет в себя, либо мы будем должны защищать свое государство от наших собственных депутатов. В Верховной Раде массово отрицают и провокации, и угрозу срыва заседания. В парламенте заявили, никаких ЧП в правительственном квартале не может быть. Депутаты уверяют, что охрана, военные и полиция не допустят инцидентов, а слухи о провокациях – это бред, пишет издание «Левый берег» со ссылкой на ряд депутатов. Гончаренко же настаивает, военные уже прибыли в центр столицы. В медиа гуляет версия того, какой может быть расправа над украинскими депутатами и что за этим может стоять сам Зеленский, который недоволен действиями депутатов и их заявлениями об усталости. Гончаренко запустил фото, сделанное в правительственном квартале, и подписал его так. В то же время в квартале уже увеличивается количество полиции и военных. В Раде все под контролем, кризиса, о котором все трубят, нет, но есть сложности. В этом уверяет глава президентской фракции Арахамия. Парламент немного штормит, но внутри фракции срочно наводят порядок, чтобы вернуть привычный темп работы. При этом медиа Арахамия призвал не разгонять зраду, намекнув, что шум играет на руку Москве, но курс страны не остановится. Общество привыкло к тому, что этот парламент работает как часы. Да, есть определенные трудности, и мы их озвучивали, но ситуация под контролем, и, как мы уже говорили, ведется работа, чтобы Верховная Рада вернулась к тому режиму работы, к которому привыкло общество. Чрезвычайное положение объявлено в Молдове. Страна вводит особый режим. Экстренное заседание правительства. По словам премьера Александра Мунтяну, принято решение ввести в республике чрезвычайное положение в области энергетики сроком на 60 дней. Причина – удары России по энергетической инфраструктуре Украины, которые уже бьют по самой Молдове. Накануне была выведена из строя главная артерия энергоснабжения страны. Пришлось срочно переключаться на линии из Румынии, но этого недостаточно, заявляют в Кабмине. Режим ЧП даст властям экстренные полномочия – быстро перераспределять ресурсы, латать энергосистему, менять тарифы и буквально в ручном режиме удерживать страну от блэкаута. Каскадные отключения остаются возможными, и, к сожалению, мы не можем исключить риск новых атак на нашу инфраструктуру. Таким образом, существуют реальные риски для энергетической безопасности страны. Отдельно события в других регионах, включая район Персидского залива, оказывают давление на глобальные энергетические рынки. О введении режима уже чрезвычайной ситуации заявляют и в одной из стран Азии. В связи с топливным коллапсом срочно уходят в режим ЧС Филиппины. Власти приняли это решение на фоне перебоев в поставках энергоносителей из-за войны на Ближнем Востоке. Манила готовится к худшему сценарию. Силовиков России отправить на фронт призвал российский депутат-миллионер. В окопы необходимо отправить полицейских, которые недовольны зарплатой, считает депутат Гордумы Перми Плотников.
Особенно тех, которые еще и увольняются из органов из-за низких окладов. Логика проста, подготовка уже есть, значит, в первую очередь на фронт. Полицейские не имеют права увольняться в это сложное для России время, заявил депутат и напомнил, что у каждого силовика есть долг перед Родиной. Как пишут Россми, в прошлом году из пермской полиции уволилось более 400 сотрудников. Сам Плотников далек от бедности. В 2022 году он задекларировал 221 миллион рублей. Также за ним числились недвижимость в России и Испании. Далее цитата. Кто, ребята, увольняются из МВД? Ну, они подготовленные, зарплаты у них маленькие, значит, мне кажется, надо их первыми включать в списки на СВО при мобилизации. Там хорошо платят. Украину заселят трудовыми мигрантами. Каждый год в стране умирает до 500 000 человек, а рождается в среднем 200 тысяч младенцев. Об этом рассказал в интервью YouTube-каналу «Думай» эксперт по трудовой миграции Воскобойник. По его словам, чтобы преодолеть демографический кризис, украинки должны рожать как минимум 2 ребенка. Сейчас не каждая семья решается завести даже одного малыша. Такое стремительное сокращение численности грозит экономическим кризисом, говорит эксперт. По данным Международной организации труда, после войны в Украине будет жесткий дефицит рабочих рук. В цифрах это более 8 миллионов человек. При этом Воскобойник прогнозирует, что после открытия украинских границ неизбежна новая мощная волна трудовой миграции. Украинцы хлынут за границу. В итоге некому будет работать, некому платить налоги и некому покупать товары и услуги внутри страны. Без трудовых мигрантов не обойтись. Нас ожидает большое потрясение. Привлечение трудовых мигрантов, оценка Института демографии, просто исключительно. Чтобы поддержать баланс, это нам нужно привлекать около 300 тысяч мигрантов каждый год. Друзья, на этом все. Спасибо вам большое за поддержку. Как всегда, напомню, мне будет приятно, если вы оставите лайк, комментарий и сделаете репост. До встречи уже завтра.